Дед Мороз гонит добычу весь день, но стужу держит в узде дым деревень. Навела сугробов пурга, дочь пила зубы зимы. Здесь, в окоеме снегов, выросли мы. Здорово! Сегодня у нас поход на Желицы. Хотел еще на Малмышку походить, но я похожу. Только единственное, я опарыши забыл. Надо же было мне так. Ужас. Попробуем, как она на Малмышку клюет. Прикормка, удочки, все есть. А вот опарыша ж надо было мне в холодильнике оставить. Зато у меня есть живец в бидоне. Окуней с прошлой рыбалки, которых я поймал, там больше 1000 штук. Вот я их планирую всех раскидать. Сейчас я иду вон ту вот загубину. И там планирую освоисто расставить желицы около 20. Ну и побегать на мормышку. Сидеть на месте я долго не смогу. Всем приятного просмотра. На лед вышел. Что там какая-то собака бегает. Непонятная. По-моему, собака. Не волчата. Не похоже, слишком активная для волка. Добрался я до загубины. Собака вроде непонятно, но, по-моему, собака. Что она делает в таких дебрях, я хер знает. На расстоянии метров 400 до нее. Бегает по тем берегам. Ну, я пока тут расставлю желицы. Если что, дерево удобное для залаза я нашел уже. Здесь у меня одна штука, отпутыватель. Ну что, будем пробовать. Ну, сейчас пока расставлю желицы. Сначала их, конечно, собрать надо. И в бой. Поставил третью, отойти не успел, чпонь. Я подумал, сначала живец сбил. Ближе подхожу, вот тут катушка разматывалась. Ага. Пожевала-то бросила. Ну да. Поставил 18 желиц. Получается вот с того берега и вот сюда. Близко к берегу не стал, так как там глубина мелкая. Как оказалось, это собака рыбаков. Ой, я к рыбакам сходил, там опарыша взял, которого забыл. И эта собака увязалась за мной. Я не знаю, как от нее отбиться. Я ее салом угостил. Это пипец. Я сейчас что с ней только не делал. Хозяева там разрываются, матерятся, не поймут, то ли на собаку, то ли на меня. Ну что тебе надо? Уйди отсюда! Пуф! Там твои хозяева в километре в тумане уже потерялись. У меня там желица одна сработала. А я уже полчаса, блин, собаку пытаюсь прогнать. Не, чтобы идти желицу проверять. Хозяев не видно, ё-моё. Как думаешь, на кого они больше злые? На тебя или на меня? Ушел, зараза, за мной. Прям желица сработала, блин. Я столько сил на тебя потратил обратно выгонять. Хоть бы хны. Ушлепок-то, а. Пойду проверять. Зараза побежалась по желицам, пошумела. Что у нас тут? Резко вроде как. Половина на месте. Сбила просто. Просто сбила. Чуть-чуть потрепала. Просто пока сбила. Сейчас
Что-то как-то на окуня неохотно. Вот собака-то. Она по лункам бегает с жерлицами и шумит. Я только от них отойду. Она по каждой жерлице бежит. Хрена я ее салом угостил. Не, ну просто собаки-то разные бывают. Я сколько раз так натыкался, блин. Бежит собака. А она не с целью тебя поприветствовать, а целью, чтобы тебя укусить, ё-моё. Столько таких было. Ну, дай возьму сало. Ну и дал на свою голову. Вот, ну что мне с тобой делать-то? Иди отсюда! Блин, перед хозяевами неудобно. Вот вернется он обратно или нет? Это тут на весь день планирую. А до них километр, туман еще сел. Ты почему такой дурной? Ты что, не понимаешь? Что тех хозяева там ждут. Ярик. Его зовут Ярик. Я уже это имя сейчас раз 40 уже слышал. По всему озеру. Ярик! Ярик! Собака вроде убежала. А то я себе места не находил, потому что от хозяев убежала. И вот что, когда она? Вдруг они ее вообще оставят. Потом объявление давать, с собой ее забирать. А у меня жерлица сработала. Ой, вообще самая дальняя. Резко ты не отмотала, считай. Сбила. На этот раз сбила. Оттянула, пожевала. Да. Оттянула, пожевала и выплюнула. Значит, мелкая. Так что не страшно. Представляете, ёлшика поймал. Я их просто еще ни разу не ловил. Вон какой. У него такая морда вся интересная. О, с шипами. Я просто еще не ловил ёлшика. Такого вот окуней, да, окуней. Такой интересный. Ну, если что, на жуса пойдет. Тоже хорошо. Тут глубина метров, наверное, 5-6. И вот он прибежал откуда-то. Опарыша у меня мало. Мужиков, оказывается, у самих мало. Ну, как так с собой мало брать можно? Просто вообще там реально на донышке у них. Они мне там, я их уже попросил, мужики, ну хотя бы 3-4 опарыша, просто мне вообще ничего нету, забыл. О. Ну, они мне нашкребли. О, а вот окунь, он нам более привычен. Так. Опарыша я берегу очень аккуратно. Вытягиваю теперь изо рта снасть, приманку. Блин, вот не люблю из-за этого вот большие глубины, то что все запутывается. О, что, клюнула? Клюнула? Опа. Что-то идет, что-то есть. Еще один окунь. Ну ты мне сейчас тут подзапутаешь все. Пока ходил, тут подошла плотва. 2 плотвички уже вытащил. Вот еще одна. Вообще прекрасно. Это ж прекрасный живец. Я поставил еще 5 жерлиц. Пару штук прям под берегом. И несколько
на глубине. Ну, посмотрим, как оно проявит себя. Но я буду потихоньку окуня на плотву менять. Плотва есть плотва. И никуда от этого не денешься. Хоть и глубина тут такая, около 6 метров. Где-то летит вертолет. О, его все явно и явно слышно. Утром тоже пролетал, когда я еще шел сюда. Сзади был. Ну что там? Опа. С самого дна. С самого дна. Окунек взял. Заметили, какой туман расстелился? Я дальние жерлицы и едва вижу. Вертолета-то вообще не видно. И смысла нету искать. В тумане едва разглядел самый дальний. Вот это же сбивал. Вот теперь следующий. Идти не близко, я сразу с собой на всякий случай заставил. О, размотал это все. Есть, что-то идет. Что-то есть. Не хотя идет. Ну, бляха-муха. Сошла. Что-то хорошее было. Ах. Ну что ж ты. Ух, пожевала она его, конечно. Вон, глядите. Что-то вот хорошее было. Прям сопротивление чувствовалось хорошее. Однако жаль. Ладно, я его поменяю, так что он вообще уже потрепанный здесь, я смотрю. Ну, почему он его не проглотило за это время? Потому что я не знаю, в какой момент здесь сработала жерлица. Потому что я просто приглядываться стал в дальний. Едва увидел этот флажок. В тумане его очень плохо видно. Я сейчас поближе к этому краю сейчас сяду, наверное. И жерлицы тут пораскидываю. Потому что тот край молчит вообще. Ничего нету. А на этом уже получается несколько сработок было. Так, ну сейчас буду ближе. Вон я ж где я. Так, а вот там вот на углу у меня первая жерлица. Ее я, наверное, и буду снимать. Вот тот край. Прибежаться сюда ближе. Раскамливать лунку. Ну и тут раскидывать. Тут вот периодически покидаю остальные. Наверное, штук 8. Ё-моё! Ты, наверное, издеваешься. Я думаю, что там хозяин разорался? Пес! Ну что мне с тобой делать? Тихо! Жерлицу не сбивай! Ну, я не знаю, что с этой собакой делать. Это, наверное, бедствие, а не собака. Такая в хозяйстве дома. Буду я переставлять с собакой. Пока снимал на той стороне, шел на эту, снова сработала предыдущая. Сейчас посмотрим. Резко размотана полностью. Но пока идет. Пока идет. Вот. Собака опять отпустила. Ой-ой-ой, она его потрепала уже. Вон как его сбила. Ладно, я этот жукса менять не буду. Я поставлю его же. Значит, тут какая-то стоит, бегает, охотится. Ох.
этой собакой. Но меня уже надоело. Вот туман же сел. В какую сторону ей бежать, непонятно. Пришел хозяин на лыжах. Злой, орет на нее. А она вообще его не слушается. Я ему говорю, уже мне уже не, перед вами уже неудобно как-то эту собаку. Он кричит мне, надо было ее шнеком Вот это не ударить. Я помягче сейчас выразился. Из-за нее, блин, уже по озеру столько находил. Это уже не рыбалка, а что-то другое превращаюсь. Да? Собаку надо воспитывать. Я, конечно, в будущем бы хотел бы себе что-то наподобие лайки. Ну, в лес, чтобы зверей отпугивать. Чтоб не так скучно одному было. Но это еще не скоро. Ну что ты? Давай. Желицы переставил поближе. Какие-то на глубине, какие-то прям впритык к берегу. Сейчас обеденное время. Буду я кушать. Вот. И я ближе стал. То я был вообще швунтама находился. Там клювало лучше, но желез вообще не было видно вот этих вот. Вот этот район, я так понял, самый оживленный. Поэтому я ближе сел. Тут одного окунька пока вытащил. И что-то пока скудно. Там было поинтереснее. Там и плотва дергалась. На обед у меня сегодня сальцо с чесночком. Это еще остались, это краковская, яичко, конфетка к чаю и хлебушек ржаной. Всем, кто кушает, приятного аппетита. Ой, ну, день, конечно, у меня начался очень бодро. То есть уже, получается, прошел полдня, я уже забодался. Я из-за собаки этой находился, когда ее прогонял. Еще за опарышем ходил. Что, кстати, я вот взял вот в пакетике, мне там насыпали около 5 опарышей. Я на одну-два нанизил. Один у меня сожрали, и один у меня вот тут. Вот. И там, вот, по-моему, один остался, вот, да. Короче, я этот пакетик потерял, когда эту собаку, блин, снова прогонял. Что ж делать-то? Буду вот с другой удочки снимать эти два опарыша, благо я их успел надеть, и ловить на одну. Но пока она не активничает, я буду еще в другом месте искать. Тут так еще в округе пробегусь, потому что, ну, желицы я хотел бы видеть в поле зрения, чтобы находились. А не так, как я там схватила дальняя, а я ее заметил вообще поздно. Там уже все резко размотало. Ну, сальцо. А чаек у меня на сухофруктах снова настоян. Такая красота. Груша, инжир и яблоко. Ой, снова я переставил желицы. На этот раз еще 4. Уже поставил вглубь. Вот раз, два, три, 4. В глубину ушел, потому что под берегом, ну вообще горяк. Я не знаю, я поставил уже 4 плотвы. Какую прям под берег, какую ближе, другую на глубину, какую там вот. И вот даже с нею тишина. То есть дело не в окуне, дело в целом в щуке. Вот я тут со спиннингом же плавал, вот я и также в эту заводь заплывал, дальше плыл. Вот здесь будет фотография с нее на канале. Так я тут на спиннинг столько щуки надербанил. Обычно я как, круг делаю по озеру, а тут я чуть дальше половины проплыл под берегом, и все, я щуки наловил, там и трофеи были хорошие. То есть я и в этой заводе щуку вытягивал. Она была, да она и есть, она хватала вот утром. А сейчас вообще вот как отказала. Ну надо же. Ярика уже давно не звали. Я так из-за угла выглядывал, смотрел. Они уже умчали.
эти люди еще давно. Они вот в обед, я так понял, они уехали. И сейчас я на озере один. Вообще вот хочу с ночевкой выбраться на лед. Но тут компания нужна. Одному я заколебаюсь это все. Вот лагерь, жерлицы. Ну, хотелось-то основательно. Да и скучно ночью в палатке сидеть. Темнеет-то рано, 6 часов, расцветает в 8. И вот получается 12 часов в темноте, в палатке, вот под фонариком сидеть. А если еще клевать не будет? Я там вообще чокнусь один. По озеру, что ли, шататься с фонариком. Зверей пугать местных. Тоже не камильфо. Тут, кстати, в лесу что-то тут шуршало. О, что-то дернуло. И перестало. Здесь, оказывается, щука схватила, но флажок не поднялся. Вот те раз. Ха. Она схватила, флажок не поднялся. Вот такой вот, блин. Я их как-то не очень долюбливаю. Ну надо же. Куда ты там? Там окунь такой. А она его... Ё-моё. Да. Я не знаю, в какой момент она схватила. Но, видать, давненько, потому что наживку она сожрала полностью, аж в желудок ушел живец. И туда же ушел двойник. Вот такая вот щучка. Конечно, такую отпускать бы надо, но я и повредил жабры, когда вытаскивал крючок. Вот, ну, надо же, не сработал. Вот, блин. Вечереет уже, еще идти по озеру с километр, выбираться еще. Вот, будем закругляться, складываться. Но щукарик один вот, то что взял его, надо ж так было ему схватить так нежно, что аж флажок не сработал. Либо я так флажок затянул, загнул, что он не мог выскочить. Ладно, сделаем выводы. Собрал жерлицы, на остальных все нормально уже было. Ну, день, конечно, сегодня я не ожидал такого результата от этого озера. Вот. Получается щучка негаданная. Живца снова прибавилось на пару десятков. Ну и собака назойливая, которая все утро мне покоя не давала, блин. Переживал, что заблудисто. Ладно, ребят. Спасибо за просмотр. Мне надо уже обратно идти. Дорога там сейчас, еще выезжать. Ой, ладно. Всем пока.